Всем любителям электротранспорта доброго времени суток! С вами канал Электроскутеры Skyboard и, как всегда, Андрей и Евгений. В этот по-настоящему жаркий день, последний день августа, мы решили показать вам горячее производство. Сегодня только эксклюзивные кадры о том, как мы делаем наши скутеры под брендом Skyboard, какие этапы проверки они проходят и, в принципе, всю вот эту вот внутряночку этого дела. Я думаю, что вам будет очень интересно. Мы закроем многие ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях, либо, возможно, у вас появится еще больше вопросов, на которые мы с удовольствием ответим и подтвердим наши слова реальными кадрами с производства. Погнали! Сейчас мы находимся на территории завода, и мы вам покажем все, что сможем показать. Не упустим ни одного момента. И посмотрите просто, какая уже здесь красота. Я всегда считал, что хороший, качественный продукт должен производиться в хорошем, красивом месте. Это как-то сочетается, и я думаю, это место вам понравится. Начнем с того, что здесь есть даже, представляете, общежитие для сотрудников. То есть им не нужно выезжать из города на эту территорию, потому что территория обособленная, все-таки производство, а Китай старается немножко бороться за экологию, и специальные территории выделяются для заводов. Ну и потихоньку пойдем, я думаю, что будет интересно пройтись от мала до велика. Начнем мы с кое-каких отливочных цехов и постепенно перейдем к нашей линии сборки, к линии тестирования и расскажем вам поподробнее о нашей работе и о том, как это все происходит. Несколько зданий на этой территории. Вот здесь у нас офисные помещения, а здесь тяжелый цех, так сказать, отливка металлических конструкций, алюминиевых конструкций. Посмотрите просто, сколько алюминия. По школе мы где-то собирали какие-то провода, обжигали, сдавали металл. Сейчас я вижу вот эти вот блоки, не как блоки алюминия, а как просто такие пачки баксов. Это, наверное, с детства осталось. Вот здесь у нас, собственно, линия сборки в этом здании. Но мы начнем, пожалуй, все-таки с вот этого тяжелого производства. Посмотрим. И вот сейчас мы на, так сказать, в литейном цеху. Вот такие всякие различные части здесь производятся. В том числе вот одна из свеженьких алюминиевых запчастей. Это используется для подставки багажника, как вы узнали эту деталь. Почему используется алюминий? Алюминий достаточно легкий металл, а именно вес металла в данном случае, в случае электроскутеров, очень сильно влияет на его ходовые качества, а именно на пробег на одном заряде батареи, на скорость. Но вы сами знаете, даже в самолетостроении используют легкие металлы. Конечно, титан мы не используем пока что, но будем. Вот посмотрите, непосредственно здесь отливаются все детали. Посмотрите вон туда, вот в том серебряном, точнее в алюминиевом бачке находится расплавленный алюминий, но в целях безопасности, естественно, мы туда подходить не будем. Производство опасное и серьезное. Производство в большинстве своем, естественно, автоматизировано, но тем не менее здесь присутствуют вот такие вот моменты, потому что когда наша заготовка выходит, на ней остаются вот такие вот части, естественно, машинами их аккуратно, красиво убрать, поточить не получается. Поэтому для этого используются люди. Смотрите сюда, деталь в принципе почти готовая, но она еще не завершена, не отполированная. Чуть-чуть попозже мы пойдем в полировочные и покрасочные цехи. Хочу заметить, что в производстве таких металлических частей, а это, кстати, на данный момент вот здесь вот делаются наши крышки на мотор, колеса, посмотрите. Производство практически безотходные. Все какие-то лишние части металла они переплавляют опять и делают дальше детали. Это сильно влияет, естественно, на экономию и на последующую цену продукции. Вот, в принципе, пройдя через все это, на выходе получаем, допустим, вот такую вот деталь. Да? Это у нас крышка на мотор-колесо. Смотрите,
она не отшлифованная, она не блестит, очень грубо оббиты какие-то части, и поэтому она отправляется на следующий этап, а именно шлифовки и подгонки. Ну а пока мы едем в лифте, вы можете ознакомиться с нашей продукцией на сайте skyboard.store. Или же на нашем канале посмотреть обзорчики и все эти интересные видео, которые мы стараемся и делаем для вас. Подписывайтесь и пишите комментарии. И еще одна деталька. Если вы помните, то это на нашей модели такие боковые крепления снизу. Вот они. Кстати, еще раз повторяю, что алюминий реально легкий металл. С виду очень массивная конструкция, но по сути как бы весит, ну, килограмма 2 максимум. Она уже отполированная, вся в пыли, посмотрите на вот это вот. Но это как бы рабочие процессы, ничего страшного. Возможно, вы слышите этот звук, именно так это здесь происходит. Ну, а, собственно, вот так вот происходит, так сказать, конвейерное производство. Готовые части они вешают, отправляют в ту сторону. Части, которые только идут на обработку, они пускают по другой линии и, соответственно, быстренько все шлифуют, и вот так вот оно едет. А вот так вот деталь уже выглядит в идеале. Посмотрите, какая блестящая, красивая. Здесь тоже в большинстве своем автоматическое производство. Пойдемте, мы вам все покажем и расскажем. Посмотрите, сколько здесь различных станков. Здесь происходит, полировка. Почему такое количество станков? Да потому что здесь очень большие объемы производственные, и плюс полируются разные места. Допустим, на данной детали проводилась внутренняя шлифовка. Она еще очень горячая, да? То есть здесь мы можем на компьютере видеть по вот этим вот показаниям, чтобы шлифовка была ровная, потому что детали, такие как, допустим, колеса, они требуют калибровки. Естественно, если где-то будет больше металла, где-то меньше, пойдет разбалансировка, и будет вот этот вот момент происходить, поэтому нужно использовать только точные машины. То есть, как вы представляете, производят кроссовки шанхайки в Китае, бабушки шьют в подвале. Здесь это так не работает. Посмотрите, сколько здесь разных моделей вот этих вот крышек на колеса. Это такая проверочное место. Здесь всякие нормативные документы и чертежи, которые показывают о том, какая должна быть толщина и так далее. В том числе, если набор инструментов, допустим, вот толщиномер, да. То есть давайте ради интереса даже посмотрим. Берем вот так вот, что там? 20. Ну и вот здесь уже, как я сказал, мы можем наглядно увидеть, как они полируют, и готовые запчасти отправляют дальше по конвейеру на следующий этап производства. Ну а следующий этап производства – это, как правило, покраска. Какие они используют палеты? Не деревянные, а металлические. Скорее всего, это соображение пожарной безопасности. Ну, это очевидно, потому что цех реально горячий. Ну, а сейчас мы двигаемся далее. А пока мы двигаемся далее, вы знаете, что делать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и уже задавайте свой вопрос. Вот мы и в покрасочном цеху. Давайте посмотрим поближе. Сейчас мы можем видеть наши рамы. Как, собственно, это все происходит. Первый круг покраски. Рамы красятся и приезжают сюда. Я немножко расскажу их путь чуть-чуть попозже. Приезжают сюда для следующего круга. Здесь они зачищаются, проверяются на какие-то недочеты покрасочные. Эти все места зашкуриваются, обрабатываются и отправляются далее. Вот по этому конвейеру они двигаются вон в тот, так скажем, кабинет. Они проходят через ту машину. И там, собственно, получают свою порцию свежей, горячей, ароматной краски. Запах витает здесь, конечно, ужасный. Нужно скорее отсюда валить. Но мы никуда не пойдем, пока вам, дорогие друзья, не расскажем, что здесь происходит. Как я уже сказал, они заезжают в покрасочный станок, покрасочный шкаф и двигаются вот через вот эти вот конструкции. А это у нас сушилки. Да, там соблюдаются специальные температурные режимы, чтобы краска высохла максимально, ну и вонь, чтобы краска высохла максимально эффективно, нигде не потрескалась. Все, естественно, регулируется автоматикой. А еще хотелось бы вам показать, дорогие друзья, современнейшую систему охлаждения. Евгений, можно вас на секундочку? Современнейшая система охлаждения. Мы уже несколько раз ссылались на Илона Маска в наших видео. Вот
Илюха, посмотри. Ну а нам пора двигаться далее. В принципе, мы вам показали вот эту вот часть нашего производства, самую вредную. А сейчас мы подходим к самому интересному. Мы двигаемся непосредственно к нашим электроскутерам от компании Skyboard. Двигаемся далее. Кстати, еще один интересный факт хочу вам рассказать. Это производство считается вредным даже для Китая. И поэтому у них существуют надбавочные коэффициенты на зарплату. И минимальная зарплата человека, который вот так вот работает с одним выходным, и при этом без переработок, составляет в рублях более, ну точнее, порядка 60 тысяч. Это минималка без переработок. А переработки здесь случаются часто. Так, а сейчас мы готовимся нанести лазерную гравировку нашего бренда Skyboard. Вот такая незамысловатая машина. Когда слышишь слово лазер, кажется, что там что-то реально эпичное, но на самом деле все просто и мощно. Мы просто подгоняем нашу заготовку вот сюда, настраиваем при помощи вот такого вот инструмента. Это называется материться еще. Так, посмотрите, здесь мы прицелились. Я не знаю, частота камеры позволит ли разглядеть этот лазер, да. Но это наш так называемый прицел. И, собственно, начинаем гравировку. Нажимаем Escape и F2. Смотрите, какой дым красивый. Мне всегда было интересно, что будет, если сунуть туда палец. Ну, я думаю, мы так и сделаем, если это видео наберет больше 10 миллионов лайков. Ну и здесь у нас все потихоньку готовится к упаковке. Здесь наши книжечки, это руководство по эксплуатации, сервисная книжка. Все как всегда, вот они ждут своего часа, чтобы отправиться в коробку и чтобы коробка отправилась к вам. И вот мы уже подходим к самому интересному. Посмотрите вот сюда. Посмотрите вот сюда. Чувствуете запах сирени и крыжовника? Это мы подходим к нашей производственной линии компании Skyboard. Не показывай им, потом покажем. Вот мы сегодня на заводе много интересного видели, и как отливают металл, и как красят, шлифуют, все эти такие, знаете, силовые, горячие моменты производства. Но самое эпичное, что мы за сегодня увидели, это вот это. Это просто огроменный вентилятор. Вот они, красавцы, посмотрите. Они сейчас на этапе сборки. Это модель BR80. 60-вольтная, 23-амперная батарейка, 2500 ватт мотор, независимая подвеска, но сейчас она зафиксирована, чтобы все это дело не свалилось с конвейера. Давайте посмотрим, что с ними делают. Вот в таком вот неприглядном виде они на данный момент находятся, но очень приятно замечать серьезность подхода, что используют всякие приспособления для облегчения работы, соответственно, чем легче работать, тем она выполняется качественно. Ну и плюс, естественно, наши проверки тоже имеют место быть. Вот давайте посмотрим даже сюда. Вот здесь у нас идет основная коса, вот здесь у нас такие вот коннекторы. Мы видим наш процессор, специальный процессор, подходящий для этого мотора, подходящий для этого света и спидометра, потому что мы много раз говорили, что процессор — это мозг, это голова всего скутера. Вот ребята сразу просто после универа, посмотрите, какие умные в очках, пришли работать. Да, здесь у нас на данный момент они подготавливают наши крепления для крыльев, то есть сюда вживляются болты, чтобы при сборке было удобнее. Кстати, видео по сборкам вы тоже можете посмотреть на нашем канале. Здесь довольно-таки шумно, потому что пневматика работает. Посмотрите наверх. Вот так вот при помощи таких вот пневматических насосов они подключают шуруповерты, и просто каждый собирает свою часть. Естественно, такая конвейерная сборка тоже влияет на качество, потому что каждый человек отвечает непосредственно за свою часть сборки, и накосячить возможности становится намного меньше, нежели какой-нибудь один парень собирает все подряд. Ну, непосредственно здесь вот происходит так называемая шиномонтажка. Надевается резина на диск,
и накачивается. Я думаю, вы все прекрасно знаете, как вот этот станок выглядит, да, видели его тысячи, миллионов раз на любой шиномонтажке. Вот здесь у нас запрессовочный станок, посмотрите, вот здесь вот у нас происходит запрессовка так называемых сайлент-блоков, то есть втулок в любые такие полые места, которые, собственно, не должны быть полыми. Вторая линия, здесь происходит сборка основных агрегатов. Сейчас мы видим голые рамы, мы видим наши амортизаторы. Амортизаторы регулируемые, как всегда, напоминаю. Вот сюда мы можем закачать воздух. Вот, при помощи вот этих гаек мы можем регулировать длину и, соответственно, жесткость пружины. Ну и самое важное, конечно, производство, сборка – это все хорошо. Но как же мы можем быть уверены, что мы предоставляем вам качественную продукцию? Конечно, производство, сборка – это интересно, это хорошо, это важно знать. Это важно знать, как производится тот или иной продукт, который вы собираетесь использовать. Но самое главное – это как проходит контроль качества, проверка всех систем. И, собственно, в чем заключается наша работа, чтобы мы могли гарантировать вам качество нашего продукта. Ну вот, собственно, и проверка. Посмотрите на вот этот вот аппарат. Я бы даже не сказал, что это полная проверка, это просто ее часть, но, вот, тем не менее, такие технологии мы используем. Вкратце расскажу, а потом покажу. Максимальная скорость, думаю, вы понимаете, как это работает. Тормозное усилие, точнее, сила тормозов. Настройка света и, собственно, экран для демонстрации наших результатов. Давайте это и сделаем. Мы завершили проверку нашей тестировочной модели, нашли кое-какое отклонение, точнее недостаточное усилие в тормозах, и, соответственно, мы даем задание это ликвидировать, чтобы проверить этот байк еще раз. Конечно, автоматическая такая роботизированная проверка – это хорошо, но ничего нет лучше человеческого глаза, который цепляется за все косячки, за все моменты. И, собственно, сейчас мы расскажем, как мы уже в самом конце проверяем, допроверяем, перепроверяем наши готовые байки. Пройдя все эти шаги, о которых мы вам рассказали и показали, скутер, в принципе, практически готов. И сейчас время для более тщательной проверки человеческими глазами. Как мы это делаем? Сперва, конечно, мы осматриваем наше внешнее состояние скутера, смотрим лакокрасочное покрытие наших крыльев, чтобы не было никаких сколов, царапин и так далее. Далее мы переходим непосредственно к технической какой-то части. Например, смотрим все лампочки, да? Включаем скутер. У нас задний мост разблокировался. Кстати, это модель BR80, и обзор на нее выйдет совсем скоро. И мы уже подробнее расскажем обо всех вот этих вот моментах. Сейчас просто пока посмотрим. У нас задний мост разблокировался. Кстати, это модель BR80, и обзор на нее выйдет совсем скоро. И мы уже подробнее расскажем обо всех вот этих вот моментах. А сейчас просто пока посмотрим. Спидометр работает. Поворотники. Правый работает, сигнализирует спидометр о том, что правый включен. Левый работает. Тормоза работают. Сами тормоза работают. Руль не протянут. Ага. Далее. Головной свет включается поворотом ключа. Дальний, ближний работает. Все отлично. Также проверяем все стыки, чтобы все было прикручено, все болты были на месте, особенно такие, как на колесах. Естественно, мы смотрим все болты. И вроде бы они на месте, но иногда случаются такие досадные мелочи. Так, стыки все ровные. Рама ровная. Сварные швы в пределах допустимого, крепкие, все хорошо. И потом мы берем эту модель на тест на улицу, прокатимся, посмотрим, как она себя ведет.
И так мы делаем с каждым байком. А сейчас мы заходим в следующее здание, где располагается офис, чтобы показать вам еще один, возможно, самый важный элемент нашей проверки. Давайте вкратце расскажу, что этот товарищ говорит. Он говорит, что это тестовая система, этот весь аппарат имеет несколько режимов, такие как быстрая зарядка высокими токами, быстрая разрядка высокими токами. И при помощи этих графиков мы можем поглядеть, во-первых, на то, как себя батарейка поведет при изменении тока либо напряжения, возможны случаи каких-то взрыва батареек и так далее, от плохих заводов, естественно. Вот. Но здесь это все проверяется. И также можно найти реальную емкость батарейки. То есть, если емкость батарейки заявлена, допустим, 20 ампер-часов, этот аппарат покажет вам ее реальную емкость не только на наклейке, но и после теста, что очень удобно и, главное, наглядно. Если говорить о безопасности эксплуатации нашего транспорта, вы просто посмотрите, сколько здесь различных сертификатов. Практически каждая деталь проходит сертификацию, особенно такие элементы, как батарейка, как мотор, которые нуждаются в какой-то дополнительной надежности. Все это проверено, сертифицировано, проверено еще раз, а потом проверено еще раз и еще раз. Вот мы и заканчиваем наше повествование. Сейчас мы в шоуруме, здесь офис в этом же здании. Я думаю, вам понравилось. Давайте подведем итоги. В принципе, мы показали вам небольшую часть нашей работы. Мы тезисно рассказали вам, как мы это все проверяем. Давайте пройдемся еще разок. Изначально мы смотрим на самые крупные агрегаты. Это на качество рам, это на качество отлива каких-то алюминиевых частей. Естественно, мы это все проверяем. Мы вам образно показали, как это все работает. Далее мы двигаемся к непосредственно тесту самого скутера, проверяем сетикоки от компании Skyboard на специальном стенде, далее проводим визуальный осмотр и уже какие-то моменты находим и после стенда, и после визуального осмотра направляем это все дело на переделку. После переделки мы уже спокойно пакуем их и отправляем. Но, естественно, перед этим мы берем их и проверяем снаружи. То есть мы замеряем максимальную скорость реальную, допустим, там, с одним ездоком, с двумя ездоками. Проверяем такие моменты, чтобы некоторые элементы, допустим, не касались друг друга при большом весе ездоков и так далее и тому подобное. Вот, то есть на самом деле работы много, работа сложная и интересная. И наша главная задача – это радовать результатом вас. В принципе, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях или же написать менеджерам на сайт, и мы ответим на любые вопросы. Мы рады видеть обратную связь от вас и рады отвечать вам. Что ж, если вам понравилось, ставьте лайк и заходите на наш сайт skyboard.store. Там вы можете посмотреть все наши модели, цвета, комплектации и много другой очень интересной и полезной информации. А если вы присмотрели какой-то байк для себя, вы можете посмотреть на вот этот список городов присутствия. Выбираете время, созваниваетесь с менеджером, приезжаете, щупаете, трогаете, тест-драйвите и приобретаете одну из замечательных моделей сетикока от компании Skyboard. Ну а с вами, как всегда, были Андрей и Евгений. Всем хорошего настроения!